Задача. Построить линию пересечения конуса вращения с фронтально проецирующим цилиндром вращения. Показать в проекциях видимость линии пересечения поверхностей. Что мы имеем? Давайте внимательно посмотрим. На фронтальной плоскости у нас есть конус, и у нас есть цилиндр. Цилиндр, он является фронтально проецирующим, то есть он перпендикулярно располагается фронтальной плоскости проекции. На горизонтали мы тоже видим конус, вот это есть конус, и видим цилиндр, да, его проекцию. Здесь он отображается в виде прямоугольника. То, что цилиндр является фронтально проецирующим, позволяет нам сразу увидеть линию пересечения. Вот эта линия пересечения. Здесь начинается, так проходит, здесь заканчивается. Ну и давайте мы сразу вот эту линию пересечения и изобразим. Она у нас будет готовая. Так, здесь точка, да, здесь и здесь. Вот вся линия пересечения, она автоматически получилась. Но, кроме этого, необходимо построить здесь еще также видимость. Давайте подумаем, что мы здесь будем видеть, не видеть. Ну, вот когда мы смотрим сюда, то что мы будем видеть? Цилиндр, да? То очевидно, что вот этот кусочек мы видеть не будем. Поэтому его что заменим пунктирной линией. И проведем здесь пунктир. С фронтальной проекцией мы разобрались. Теперь осталось построить линию пересечения на горизонтальной плоскости проекции. Для того, чтобы это построить, мы воспользуемся методом секущих плоскостей. Для этого проведем секущие плоскости в некоторых характерных точках. Характерными точками в данном случае будут у нас вот такие. Та точка вот здесь, где очевидно начинается линия пересечения, это одна плоскость. Дальше, ну, это будет у нас проходить вторая плоскость. Еще для точного построения желательно бы построить промежуточную плоскость. Ну, здесь также построим еще одну промежуточную плоскость. Ну и последнее, это будет вот эта плоскость, на которой расположено основание цилиндра. Теперь будем искать здесь, в этом у нас будем искать на плоскости горизонтальной, будем искать, где же у нас будут эти плоскости располагаться. То есть, вот посмотрите, если мы разрезали наш конус по этой плоскости, смотрим сверху, мы будем видеть окружность. И окружность не простую, а вот такого радиуса, то есть 12 мм. Значит, изобразим вот эту окружность. На этой окружности будет располагаться вот та точка, которую мы с вами здесь поставили. Ну, очевидно, даже можно это было предположить, что эта точка окажется здесь. Точка первая будет у нас диаметром 1 мм. Ну, обозначим несколько точек, а потом уже поставим их обозначение. Вот здесь будет точка вторая. Ну, давайте точки расставлю. Да, здесь будет точка третья. Здесь четвертая точка. Так, точка еще будет у нас где? Вот здесь. Одна. И самая последняя вот здесь. Самая последняя вот в этом месте будет находиться. Ну, сразу видно, наверное, необходимо провести и здесь то же самое, секущую плоскость. Секущую плоскость. Провели. Теперь давайте уж тогда сразу обозначим точки, чтобы к этому не возвращаться. Значит, эта точка у нас будет точка 1, проекция 2. Дальше точка 2. Проекция 2, точка 3, проекция 2, 4, проекция 2, здесь будет 5, проекция 2,
И здесь будет 6, проекция 2. Так, ну, наверное, мы ничего не пропустили. А вот эта получившаяся точка будет 1, проекция уже 1. Так, ну теперь давайте искать проекцию вторую. Значит, эта точка будет у нас располагаться на окружности радиусом 22 миллиметра. Поэтому проведем окружность радиусом 22 миллиметра и проведем линию связи от точки 2. Значит, она будет у нас проходить вот таким вот образом. Нам надо точно, чтобы был угол строго 90 градусов. Включу вот здесь отображение. Так, есть 90 градусов. И теперь давайте эту точку будем искать. Вот она одна. И вот здесь, с этой стороны, она будет вторая. Есть. Ну, теперь точка 3. Точка 3 будет лежать у нас на окружности радиусом дальше 28 миллиметров. Изобразим окружность радиусом 28 миллиметров. 28. И спроецируем точку. Вот она. Ну, как мы ожидали, она здесь и должна проходить, да? Значит, эта точка у нас будет где? Вот здесь находиться. Так, одна. И дальше вот здесь вторая. Так, давайте мы их сразу обозначим, эти точки, поскольку обозначение других будет отличаться. Так, это у нас точка 2, проекция 1. Эта точка будет у нас 3, проекция 1. Точно так же здесь 2, проекция 1, 3, проекция 1. Есть. Теперь еще давайте сразу подумаем по поводу видимости. Все точки, которые лежат от 1 до 3, когда мы будем смотреть сверху, мы будем видеть. То есть вот эти все точки являются видимыми. А вот те точки, которые идут ниже 3, то есть от 3, то есть 4, 5, 6, они будут у нас невидимы. Поэтому мы будем обозначать их в скобочках, да, чтобы нам потом было легче с ними работать. Так, точка 4 лежит на окружности радиусом 35 миллиметров. Проводим такую окружность 35 миллиметров и проводим линию связи вертикально вниз. Теперь ищем получившиеся точки. 35 это вот самая дальняя, 4 это будет вот она. 4 и на самой дальней это будет здесь. Обозначим эти точки и обозначим их вот так. Скобочка, поставим скобочка 4, проекция 1, закрываем. И здесь также напишем скобочка 4, 1, закрываем. Поставили. Дальше осталась у нас точка 5. Значит, точка 5 лежит на окружности вот радиусом таким, каким основание конуса. То есть эта окружность, вот она. Единственное, что нам осталось сделать, это найти эту точку, где она будет. Ну, если мы линию связи проведем, вот она у нас, эта ось, то она будет находиться вот здесь. Это будет точка, обозначим ее тоже сразу. Скобочка, точка 5, проекция 1. Поставили. И у нас еще будет точка в скобочках 6, проекция 1.
Ну, я ее сначала подписал, чтобы не возвращаться. А теперь будем ее то же самое искать, эту точку, где она будет находиться. Так, да, дальше, так, стоп, виноват я, поторопился. Смотрите, она лежит на окружности вот этой, да, а эта окружность, она далеко не там находится, а вот она, да, где находится. Так, и так. И вот наша 5, она будет вот тут находиться, точка, да. И еще внизу такая же точка. Вот она. Ну, надо внимательно, да. Если не внимательно, то мы можем вот такой казус и получить. Теперь точка 6 лежит на окружности, которая имеет радиус вот такой. Это 55 миллиметров. Проведем окружность, которая будет у нас 55 миллиметров. Так, значит, не 55. Еще раз измерим. Измерять мы должны отсюда. Да, вот, 43 у нас она получается. 43. И 43 это вот такая. И точка 6, если мы проведем линию связи вниз, то она, видите, что практически касается, да, этой окружности. Значит, она там и будет находиться. Вот так. И точку 6 теперь обозначение перенесем туда, куда бы и следовало. Все, что необходимо, мы построили. Теперь осталось построить линию само пересечения. Ну, здесь очевидно, что эта линия будет кривая, поэтому возьмем кривая. И сначала построим тот участок, который будет у нас являться видимым. Видимым. Да будет у нас начинаться линия откуда идти. Смотрите, 1, 2, 3, 3, до точки 3, да, видимая. 1, 2, 3. И с этой стороны тоже 1, 2, 3. Ну, вот поэтому я начну отсюда. Так. Ну, только я хочу сделать это красным. Потолще. Так, лучше, наверное, будет кусочки построить их вот так, наоборот. 1. Ну, я поставлю здесь промежуточную точку. 2, 3 и вот так. Вот. И еще одну построю здесь. 1, промежуточную точку. 2, 3 и сюда. Вот. Вот это получился у меня кусочек видимой линии пересечения. Ну а дальше осталось построить невидимую. Поэтому мы сделаем ее пунктирной. И такую же линию построим вот здесь. Это будет у нас идти, смотрите, 3, 4, 5, 6. Ну, 3, 4, 5, 6. И дальше идет 6, 5, 4, 3. Ну, построим ее целиком сразу. Так. Вот, линия пересечения готова. Этот кружок у нас лишний. Все, построили. Осталось теперь разобраться, а что же мы будем видеть, а что мы будем не видеть. Ну, очевидно, что вот этот кусочек призмы у нас будет невидим, да, поэтому мы его здесь сейчас уберем, сплошную линию, и заменим ее на пунктирную. Здесь будет у нас пунктирная взамен. Есть. Так, даже наглядно это, видите, очень хорошо видно, да, и понятно. Так, ну и теперь что же у нас не будет видно из сферы? Очевидно, что вот этот кусочек сферы тоже будет невидим.
Поэтому мы его и уберем. Вот так он не хочет, поэтому мы его так сделаем. Так, а это мы вот так. Раз и до конца. Так, и не хочет. Ну, по частям. И уберем вот до конца. Вот сюда. И вот этот кусочек нам надо убрать до конца. Так, и взамен построить мы должны пунктир. На пунктир дуга возьмем. Вот такая. Ну, теперь даже если мы посмотрим на наше произведение чисто так взглядом, как мы видим, да, то мы будем хорошо видеть, что у нас вот этот, видите, кусочек сферы виден, а вот тут кусочек виден призмы. Все, задача решена.